Всем добрый день! Вы на канале Татьяна Мертвоглот Турецкие узоры. Добро пожаловать всем гостям и зрителям и подписчикам моим. Кто еще не подписался, пожалуйста, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. Значит, сегодня, а также спасибо за просмотры и за ваши комментарии. Для меня это очень важно, интересно, я все читаю. Значит, сегодня я буду вязать вот такие тапочки. Еще одна зимняя тематика. Тапочки полностью связанные тунисским вязанием. Вот так вот подошва, боковые стороны, задник. Спицами только сделала обвязку. На боковую сторону вот такой вот новый интересный узорчик поставила, несложный. Ну как, мне все несложно, но несложный. Главное внимание. Значит, начну вязать с мыска. Что нам понадобится? 2 крючка, номер 2,5 и номер 3. Верх мысок я буду вязать крючком номер 2,5. Нижнюю часть и боковые стороны я буду вязать крючком номер 3. Тапочек получился довольно плотный. И верхняя и нижняя часть по плотности все совпадает. В принципе, я его сейчас сниму. Вот так вот вверх, чтобы было понятно. Так вот такой вот тапочек получился. Значит, на размер 38-40. Такой универсальный тапочек, хороший. Смотрите, вязочка довольно-таки плотная внутри. Так, размер 38-40. Крючки сказала. Вверх я буду обвязывать спицами номер 2,5. И понадобится обычный крючок. Теперь что дальше? Ниточки у меня белые, 100 грамм зеленых, немножечко красных и темно-зеленые. Один темно, один чуть посветлее зеленый. Вот такие нитки. Это акрил стопроцентный, в 100 граммах 240 метров. Теперь что еще? Вот нарисовала схему, как всегда. Схема, как всегда, будет вместе с фотографией в сообществе на канале. Можно там взять. Или можно зайти ко мне на страницу в Одноклассники. Можете просто подписаться на мою страницу, потому что я не в состоянии 10 тысяч друзей добавить. Все альбомы у меня открытые. Под фотографией, в комментариях я все схемы тоже выставляю. Вот так вот. Так, сейчас начнем вязать по схеме. Попытаюсь, насколько возможно, поподробнее рассказать. Так, что дальше делаем? Схему показала. Ну что, берем крючок и начинаем. Начало мыска. Мысок начну вязать 13 петель. У меня мысок начала. Наберем цепочку из 13 петель. 3, 4, 5, 6, 7. Набираем цепочку. Набрали цепочку, вяжем первый ряд. В первом ряду добавок делать не буду. В каждое звено вводим крючок, вытягиваем ниточку. Получилась петелька у нас такая. Так, 13 петель провяжем до конца ряда. И вернемся в начало ряда. Со второго ряда начну делать добавки, расширять мысок. Идем до конца ряда. Последнюю петельку вытянули. Захватываю ниточку и по 2 петельки возвращаюсь обратно. Так, второй ряд. Первую петельку провяжу, сделаю один накид на себя, добавку. Вторая, третья. Идем до конца ряда и в конце ряда также сделаю одну добавку. Так провяжу 3 ряда. В каждом ряду после второй петельки буду делать добавку. С 4-го ряда начну вязать узор. Осталось 2 петельки на спице, сделала накид.
Одну провязала, последнюю под 2 дужки. Под 2 дужки завела. Вытащили. Захватываю. И по 2 петельки возвращаюсь. На спице 14 петель сейчас. Ой, 15 петель у меня сейчас. Так, раз, два, второй ряд провязали. Опять третий ряд вяжем. Первую провязали, одну накинули. Вот он наш накид. Спрятался здесь, подняли его. Да что ж такое тут падает, ну? Подняли его, провязали. Идем дальше до конца ряда, не довязывая последние 2 петли, сделаем добавку. Пришли в конец ряда. Не забываем про накид наш, добавку. Провязали его, накинули новый. Последние 2 петельки провязали. Последнюю под 2 дужки. В начале туго идет, под 2 дужки последнюю. Захватили и возвращаемся в начало ряда. Так провяжу 3 ряда. С 4-го ряда сейчас будем вязать узор. Возвращаемся в начало ряда. Тут маленькая закручивается. Раз, два, три. 4-й ряд сейчас у нас будет. На спице у меня 17 петель. Начнем вязать первый ряд узора. Вместе с накидом провяжу 5 петель. 2, 3, 4, 5. Дальше. Смотрите, что еще хотела сказать. Сейчас пока позволяет место, вот до 3 петелек я буду делать протяжку белым цветом. Потом я белые нитки разделю на 2 маленьких клубочка. Один здесь, чтобы у нас не было тут, огород не будем городить и в виде протяжек. Поэтому зеленый, темно-зеленый, белый. Белые делаю 2 маленьких клубочка, зеленые 2 цвета я просто отрезаю по длинной, по 2 метра нитки. Потом, когда прошла, после каждого ряда я их просто вытягиваю, чтобы они не запутались. Ну, мне так проще вязать, поэтому кому этот метод может будет удобным, советую. Значит, сейчас что мы делаем? Светло-зеленый цвет, я его так назову. 1 петелька светло-зеленым цветом. Так, чтобы ракурс не сбивался, я все уберу отсюда. Подключаем одну светло-зеленым. 1 белым. 1 темно-зеленым. Так, начало положено. Следующие все до конца ряда будем вязать белым цветом. В конце сделаем 1 добавку. Потом эти все узелки, все это попрячем. Вот по ходу вязания сразу хвостик, можно его подтянуть и забросить за ниточку, заплести так. Так, все остальные вяжем до конца белым цветом. То солнце в окно, то тучи набегают. У меня и свет везде горит, но все равно не нравится мне это освещение. Так, 2 петельки осталось. Делаем накид. И последние 2 провязываем. Последнюю, как я уже показывала, за 2 дужки. Все, возвращаемся в начало ряда. Белый над белым, зеленый над зеленым. Первый ряд провязали.
Идем в начало ряда. Второй ряд узора. Вместе с накидом я провяжу 6 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6. 2 петельки светло-зеленым цветом. Раз, два. Одна темно-зеленым. И оставшиеся петли до конца ряда я провяжу белым цветом вместе с накидом. Здесь я второй клубочек подкручу. На заднем фоне может быть слышно музыку. Не обращайте внимания, это у меня такие веселые бешеные соседи. Видно, не слышно им телевизор, поэтому крики, грюки. Так, вяжем до конца белым цветом. В конце делаем накид. Еще раз. Под 2 дужки захватываем. Возвращаемся в начало ряда. Это был второй ряд. Идем в начало ряда. Третий ряд узора. Вместе с накидом я провяжу 5 петель. 4, 5. 5 петель белым цветом. 3 петли темным цветом, темно-зеленым. Раз, два, 3. Одна светло-зеленым. Две темно-зеленым. Оставшиеся петли до конца ряда буду вязать белым цветом. В конце сделаю одну добавку. Вяжем до конца ряда, возвращаемся в начало ряда. Это был третий ряд. Четвертый ряд узора. Вместе с накидом я провяжу 7 петель белым цветом. 4, 5, 6, 7. 4 петли темно-зеленым цветом. Раз, два, 3, 4. Одна светло-зеленым. Оставшиеся петли до конца ряда я провяжу белым цветом. В конце ряда сделаю одну добавку. Все, до конца ряда все вяжем белым, возвращаемся в начало ряда. Пятый ряд узора. Его я провяжу без добавки. Добавок делать, накидов не буду в этом ряду. Значит, первые 8 петель я провяжу белым цветом. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 петли темно-зеленым. Раз, два, 3. 3 петли светло-зеленым. Раз, два, 3. Оставшиеся петли до конца ряда провяжем белым цветом. Добавки делать не буду в этом ряду. Все до конца ряда вяжем белым цветом. Довяжем, вернемся в начало ряда. Шестой ряд узора. У меня всего 25 петель сейчас. Значит, этот ряд я тоже провяжу без добавки. В следующем ряду добавлю еще по одной. Если у вас размер
меньше 38, 36, 37, то 25 петель вам на мысок будет достаточно. Можете здесь остановиться, там потом дальше по схеме просто листик на одну петельку будет меньше у вас. Если же размер такой, как у меня, 38-39 до 40, то через один ряд добавлю еще по одной петельке. Вот так вот. Значит, 6 ряд, первые 7 петель вяжу белым цветом без добавки. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 петли светло-зеленым. Одна темно-зеленым. 2 светло-зеленым. 6 петель белым цветом. Так, и здесь что я сделаю? Где моя белая нитка? Подключу новую белую ниточку. Ой, подождите, что я запуталась. Вот же она у меня есть. Угу. 2 светло-зеленым, следующие 6 петель белым. 4, 5, 6. Одна темно-зеленым. И оставшиеся петли до конца ряда провяжу белым цветом и вернусь в начало ряда. Это у нас был 6 ряд. Все вяжем до конца белым и возвращаемся. В конце, как всегда, по 2 дужки захватили. Все, белый над белым, зеленый над зеленым. Идем в начало ряда. 7 ряд. Я сделаю последнюю добавку. Опять же, как я сказала, если у вас размер маленький, то оставьте 25 петель. У меня будет всего 27. Значит, вместе с добавкой первые провяжу 9 петель белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 петель темно-зеленым. Два, 3, 4, 5, 6. 3 петли белым. 1, 2, 3. 3 белым. 1 темно-зеленым. 1 светло-зеленым. 2 темно-зеленым цветом. Оставшиеся до конца ряда у меня 5 петель. Я провяжу белым цветом. Это вместе с накидом с последним будет 5 петель. И вернусь в начало ряда. Накид. 3.
4, 5. Это был какой у нас 7-й ряд. Что же тут? Я подвязала разные ниточки, хвостики потом попрячем, но протяжек нет, видите, только по краю будет идти, поэтому останутся вот в начале вот эти вот хвосты, ничего страшного. Так, провязали, возвращаемся в начало ряда. Вроде бы разница есть, контраст, а на видео темно. 8-й ряд узора. Все, прибавок больше нигде делать не буду. Первые 7 петель провяжу белым цветом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 темно-зеленым, 1, 2, 3, 4, 3 светло-зеленым, 3 петельки светло-зеленым цветом. 1, 2, 3, 1 белым, 1 темно-зеленым, 1 белым, 2 темно-зеленым, 1 светло-зеленым, 5 петель темно-зеленым, 1, 2, 3, 4, 5. Это у меня был накид. И оставшиеся 2 петельки провяжем белым цветом и возвращаемся в начало ряда. Это был 8-й ряд. Довязываем, идем в начало. 9-й ряд узора. Вот такой у нас мысок получается, закругленный. Первые 3 петли белым цветом вяжем. Одна петелька светло-зеленым. 5 петель белым. 1, 2, 3, 4, 5. 5 петель темно-зеленым. 4, 5. 1 белым. 1 темно-зеленым. 1 светло-зеленым. 2 темно-зеленым. 1 светло-зеленым. 1 темно-зеленым. 3 петли светло-зеленым цветом.
Оставшиеся петли до конца ряда вяжем белым цветом. Возвращаемся в начало ряда. Это был 9 ряд. Десятый ряд. Первая петелька на спице кромочная, будем ее так называть. Дальше 2 петельки темно-зеленым цветом. Можно подключить новую ниточку, чтобы не было больших протяжек. Я ее на ряд ниже подвязываю сразу. Две темно-зеленым, одна светло-зеленым, одна темно-зеленым, белую перебросим сразу, одна белым, одна темно-зеленым, четыре петли белым цветом. Четыре белым, одна темно-зеленым, теперь у нас пойдет красный цвет. 3 петли красным цветом. Да что затянулось так? 3 петли красным цветом провязали, одна темно-зеленая, одна светло-зеленая, шесть петель темно-зеленым цветом. Раз, два, три, 4, 5, 6. Оставшиеся петли до конца ряда провяжем белым цветом. Вернемся до красного цвета обратно. И там будем вывязывать такую вот шишку на нашей веточке. Так, возвращаемся обратно. Возвращаемся обратно. Дошли до красного цвета. Первую петельку. Что я сейчас сделаю? Шишку-то будем вывязывать на обратном ходу, когда будем возвращаться обратно. Так, первую петельку провяжу как обычно. Дальше провязываю 4 петли, пятую буду соединять. Вывязываю 4 воздушных петельки. Раз, два, цепочку такую. 3, 4, пятую захватила, протянула, соединила. Следующую красная одна осталась, провязываем как обычно. Все, дальше идем зеленый над зеленым, белый над белым. Возвращаемся в начало ряда. Закончим 10 ряд. Это пусть у нас так лежит. Сейчас мы ее провяжем дальше. Возвращаемся в начало. 11 ряд. Я кромочную довязывала, кромочную тоже вытащила зеленую. Вместе с кромочной первые 4 петли будут светло-зеленым цветом. Четыре. 3 темно-зеленым. 3 петли темно-зеленым. Раз,
2, 3. Одна светло-зеленым. 3 петельки красным. 1 темно-зеленым. Дальше вот эти вот 3 петельки провяжем обычными петлями красным цветом. Первая, вот она вторая. Эту цепочку на низ, наперед сюда. Вот смотрите, вот под ней петелька. Ее провязываем, третью петельку. Вот она. Ее провязываем, эту шишку наперед. Вот. Согнули ее наперед, подтянули все. Вот она впереди у нас. Дальше 1 петелька темно-зеленым. 5 петель светло-зеленым. Раз, 2, 3, 4, 5. 4 петли темно-зеленым. Прозевала, не перекинула. 4 темно-зеленым и оставшиеся до конца ряда провяжем белым цветом. 3, 4. Осталось у нас 2 петельки. Возвращаемся обратно, дойдем до шишки. Я к вам вернусь, будем вязать следующую. Возвращаемся обратно, дошли до красного цвета. Первую красную петельку провязываем как обычно. Дальше провязали вторую. Набираем 4 петельки. Раз, 2, 3, 4. Пятую захватываем и провязываю вместе с петелькой. Еще раз покажу. Первую провязали, вторую провязали, вывязываем 4 петельки. Раз, 2, 3, 4. Пятую захватываю и провязываю ее через последнюю красную петельку. Все. Ниточку назад. Дальше провязываем 1 зеленую. Красным далее ведем. Первую красную провязываю. Вторую провязываю. Набираю 4 петельки. Раз, 2, 3, 4. Пятую захватила и протянула, провязала. Далее идем зеленый над зеленым, белый над белым. Идем по узору, вяжем до конца ряда. Это у нас был 11 ряд. 12 ряд. Первая на крючке. Следующие 2 петли провяжем темно-зеленым цветом. Одна светло-зеленым. 3 темно-зеленым.
Одна светло-зеленым. Три петельки красным цветом провязываем, как обычно, тунисским вязанием, как вязали вот эти вот петли. Эти тоже также провязываем. Вот эту вот цепочку оставим ее впереди. Так, раз, одну провязали. Вот она вторая. Я просто беру крючок, чтобы вам было более понятнее, виднее. Вот самая первая. Вот она, самая первая петелька. Это вперед заведем. Провязали ее. И третья красным. Провязали. Одна зеленая, темно-зеленая. Далее 3 петли красным цветом. Ой, куда же я зеленый делаю? Раз. Вот она вторая. Два. И вот она третья. Вот она сверху у нас третья. Три. 3 петельки провязали. Далее что у нас идет? 7 петель темно-зеленым цветом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7. Оставшиеся петли до конца ряда вяжем белым. Возвращаемся обратно до красного цвета и на обратном пути будем вывязывать еще по одной шишке. Довязываем ряд белым цветом, возвращаемся до красного. 12 ряд, возвращаемся обратно, дошли до красного цвета. С первой петельки начну вывязывать шишку. Первую протянула, провязала. 4 петельки набираю. Раз, два, три, 4, пятую протягиваю и сразу соединяю. Все. Следующую провязываю красную, как обычно. Дальше что у нас по рисунку, по узору? Одна зеленым цветом. Так, теперь 3 красных. Здесь я тоже провяжу самую первую. Из первой петли вывяжу шишечку маленькую. Так, провязали первую. Раз, два, три, 4. Захватили пятое. Третью, как обычно. Все, дальше возвращаемся в начало ряда, идем. Все вяжем по узору. Тринадцатый ряд. Первая у меня, я сразу белым цветом ее провела на спице. Дальше 7 петель светло-зеленым цветом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 3 петельки красным. Раз, два, три, 4.
3 петли зеленым, темно-зеленым. Раз, два, три. 3 белым. Вот она боковая. Раз, два белым, 3 белым, 3 светло-зеленым. Раз, два, три. И оставшиеся петли до конца ряда вяжем белым цветом. Возвращаемся обратно до красного цвета и начнем провязывать еще одну шишку. Вяжем. Так, у нас 13 ряд. Возвращаемся обратно. Дошли до красного цвета. Первую провязали красным. Вторую провязываем. Набираем 4 петельки. Раз, два, три, 4. Пятую закрепляем. Все, дальше вяжем по узору. Идем в начало ряда. Зеленый цвет у нас. Возвращаемся в начало. 14 ряд. Первые 3 петли провяжем вместе с кромочной, провяжем белым цветом. Одна светло-зеленым, 2 темно-зеленым, 1 светло-зеленым, 2 темно-зеленым, 2 белым, 3 красным, 3 петли темно-зеленым цветом. Остальные до конца ряда провязываем белым. Возвращаемся до красного цвета и будем вязать первую шишку. Вяжем до конца белым. Возвращаемся. 14 ряд. Возвращаемся обратно. Дошли до 3 красных петель. Первую провязываю и сразу набираю 4 петельки. Пятую буду соединять. Раз, два, три, 4. Пятую захватываю. Провязала. Следующую провязываю, как обычно, красным цветом. Далее до конца ряда идем по узору. Заканчиваем 14 ряд. 15 ряд. Первые 5 петель провяжем белым цветом. Одна темно-зеленым,
1 белым, 1 темно-зеленым, 1 белым, 2 темно-зеленым, 3 петельки красным цветом. Одна темно-зеленым, 5 петель светло-зеленым, оставшиеся петли до конца ряда провязываем белым цветом. Это был 15 ряд. Возвращаемся обратно до начала красного и будем вывязывать шишку. Провязываем, возвращаемся, довязали до красного цвета. Первую петельку провяжу, вторую провязываю и набираю 4 петельки, пятую буду соединять. 1, 2, 3, 4, 5. Соединили. Дальше вяжем по узору, зеленый над зеленым, белый над белым. Идем в начало ряда, возвращаемся, заканчиваем 15 ряд. 16 ряд. Первые 10 петель провяжем белым цветом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ниточки поднимаем по ходу вязания. 9, 10. Одна темно-зеленая. 3 красным цветом. Подтянули. 2, 3. 5 петель темно-зеленым. Остальные петли до конца ряда вяжем белым цветом. Возвращаемся обратно, довяжем до красного цвета. Здесь сделаем последнюю шишку. На этом наш цветок будет закончен. Вяжем. У нас 16 ряд. Возвращаемся обратно, довязали до красного цвета. Следующую шишку я буду вывязывать с первой петли. Получилось, что они в шахматном порядке. Одна здесь, одна здесь, одна здесь. Вот. И все в кучку закрываются. И вот такой вот получаются ягодки такие. Так, первую провязали. Набираем 4 петельки. 1, 2,
3, 4, пятую захватываю, провязали, следующую провязываем как обычно. Все, на этом закончили, можно сказать. Далее возвращаемся в начало ряда по узору, белый над белым, зеленый над зеленым. Идем в начало ряда. 17 ряд. Первые 8 петель провяжу белым цветом. Так, вот ниточку буду вести светло-зеленую, она мне сейчас будет нужна, чтобы не было большой протяжки. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 темно-зеленых. Одна светло-зеленая. Две темно-зеленых. Одна белая. Три темно-зеленым. Пять петель светло-зеленым. И оставшиеся петли до конца ряда провяжем белым цветом. Вернемся. Все, на этом цветок закончен. Красную ниточку можно обрезать. Больше у нас красным не будет. Вернемся в начало ряда. На этом цветочек закончен. Я разогналась, хотела еще один вывязывать. Все, довязываем белым цветом. Это у нас был 17 ряд. Возвращаемся в начало ряда. Продолжим дальше вязать листики. 18 ряд узора. Дальше будем продолжать довязывать листики. Ягоды наши зимние закончили. Значит, что хотела сказать. Если у вас ниточка метраж будет тоньше, я провязывала 4 петельки воздушных и 5 присоединяла, вы можете провязать 5 петелек, 6 присоединять, чтобы они более были побольше тогда. Это если у вас нитка тонкая будет. В общем, сориентируйтесь. Провяжите одну, если она вдруг окажется очень маленькая. Надо, чтобы вот эта вот шишка, она получается, она закрывает клеточку вот так вот. В общем, посмотрите. 18 ряд. Первые 7 петель провяжу белым цветом. Довяжу уже с вами мысок. Видимо, видео получится на 2 части, я так думаю. Первая часть, наверное, будет полностью мысок с обвязкой, а вторую часть, наверное, сделаю подошву с этим самым, с пяткой, с полотном. Ну, посмотрю по времени, сколько это получится. Если видео будет 2 части, значит, первая часть и следом за ним вторая часть, они друг за другом идут в ленте. Почему-то постоянно ищут, где вторая часть. Они вот, первая запустилась, а следом вышла вторая часть. Так, это отступление такое сделала. Провязали 7 петель белым цветом, 18 ряд. 5 петель светло-зеленым. Пять. 2 темно-зеленым.
1 белым, 1 темно-зеленым, 1 светло-зеленым, 3 темно-зеленым, 3 петли темно-зеленым, оставшиеся петли до конца ряда провяжу белым цветом. Возвращаемся в начало ряда. Это был 18 ряд. Довязываем до конца белым. 19 ряд. Первые 8 петель провяжем белым цветом. Восемь петель провязали белым, 5 петель темно-зеленым, 3 петли белым цветом, 1 светло-зеленым, 1 темно-зеленым, 1 светлым, светло-зеленым, 3 петли темно-зеленым, 'И оставшиеся петли до конца ряда провяжу белым цветом. Вернемся в начало ряда. Оставшиеся петли вяжем белым и возвращаемся. Это был 19 ряд. 20 ряд узора. Первые 6 петель провяжем белым цветом. 5, 6. 5 петель светло-зеленым цветом. Раз, 2, 3, 4, 5 светло-зеленым, 1 темно-зеленым, 1 светло-зеленым, 1 темно-зеленым, 2 белым, 1 светло-зеленым, 1 белым, 1 светло-зеленым, 1 темно-зеленым, 1 светло-зеленым и последняя на темно-зеленую провяжем. Оставшиеся петли до конца ряда вяжем белым цветом. Это был 20 ряд. Довязываем, возвращаемся в начало ряда. 21 ряд. Первые 6 петель провяжем белым цветом.
3, 4, 5, 6. 4 петли темно-зеленым. Раз, два. Так, светло-зеленый сразу поднимем ниточку кверху. 3, 4. Одна светло-зеленым. Одна темно-зеленым. Одна светло-зеленым. Одна темно-зеленым. 4 петли белым цветом. Одна светло-зеленым. Одна белым. Одна светло-зеленым. Одна белым. Одна светло-зеленым. Оставшиеся петли до конца ряда провяжу белым цветом. Это был 21 ряд. Возвращаемся в начало ряда по узору. Осталось совсем немножко. Вяжем. 22 ряд узора. Первые 7 петель провяжем белым цветом. Семь петель провязали. Одна петелька темно-зеленым. Одна светло-зеленым. Одна темно-зеленым. Одна светло-зеленым. Одна темно-зеленым. И так 6 раз чередуем темно-зеленую, светло-зеленую, темно-зеленую, светло-зеленую. Заканчиваем светло-зеленым. Провязали 6 петель. Темная, светлая, темная, светлая, темная, светлая. Оставшиеся петли до конца ряда все вяжем белым цветом. Заканчиваем 22 ряд. Возвращаемся в начало ряда. Все до конца вяжем белым цветом дальше. 23 ряд. Первые 6 петель провяжем белым цветом. 6, 4, 5, 6 петель провязали. 2 темно-зеленым. 1 светло-зеленым. 1 темно-зеленым. 1 светло-зеленым. И опять 1 темно-зеленым. Оставшиеся петли до конца ряда вяжем белым цветом. Возвращаемся в начало. Заканчиваем 23 ряд. Еще пару рядков и будет финиш. 24 ряд. Первые 8 петель провяжем белым цветом. Одна светло-зеленым. Одна темно-зеленым. Одна белым. Одна темно-зеленым.
Остальные все петли вяжем белым цветом до конца ряда. Все до конца вяжем белым. Теперь на этом, можно сказать, все. Осталась у нас одна петелька. Вот над зеленым цветом. Над зеленым цветом одну петельку светло-зеленым провяжем, и все. Я провяжу еще 4 ряда. Этот листик закончили. 4 ряда белым цветом провяжу. Закрою петли, нить обрезать не буду, покажу. Дальше будем обвязывать мысок, нить не обрезаем. Когда будем закрывать, я к вам вернусь. Значит, всего я провязала 32 ряда. Сейчас довяжу до последнего ряда, я мысок замерю высоту, ширину. Что мы сейчас делаем? Довяжем листик, вернемся в начало ряда. Последняя одна зеленая клеточка у нас осталась. И после нее я провяжу 4 ряда. Если у вас размер маленький, провяжите 2 ряда. Пусть у вас будет не 32, а 30. Ну или 29 рядов, если ножка 36, например. В общем, сориентируйтесь. А я сейчас это все замеряю. Вяжем. Закончили вязать мысок. Закрываем петли сейчас. Хвостики все сзади попрячем. Каждый хвостик, я узелки не делаю. Прячу его под ниточками, провожу, подтягиваю. Влево-вправо, вверх-вниз. Проведу, запрячу и обрежу. Все. Теперь что делаю дальше? Закончили, закрыли последнюю петельку, закрыли тапочек. Наберу 6 петель. Буду обвязывать тапочек тунисским вязанием, тунисским крючком. Наберу 6 петель. Раз, два, три, 4, 5. 6. Сразу зеленую подключу сюда. Теперь эти 6 петель провяжу все обратно. Раз, два, три, 4, 5, 6 на спице. Первые 2 петельки провяжу зеленым цветом. Каждое звено зеленым, остальные все провяжу белым. Провяжу до конца 6 петель и вернусь обратно, как в обычном тунисском вязании. Пять, 6. Ой. Провязала, возвращаюсь обратно. Последние 2 петельки зеленым. Следующий ряд, первая на спице, вторая зеленым. Следующий белым цветом вяжем. Раз, два, три, 4, 5. Шестую провязываю по 2 дужки. Провязали шестую. Теперь самое первое вот отверстие, откуда начинается ряд, вот самое первое по 2 дужки, ввожу крючок, вытягиваю ниточку и протягиваю через через последнюю провязанную петлю. Ну, отсюда будет последняя, отсюда будет первая. Соединили,
Захватываем ниточку, возвращаемся обратно. 6 петель провязываем обратно. Так, следующий ряд. Первые 3 провяжем зеленым цветом. Потом буду чередовать. Через каждые 2 ряда буду вязать 2 зеленым, потом пропускать 2 ряда белым, потом опять 3 зеленым. 3 зеленым, остальные белым. 3, 4, 5. Последнее провязываем 6-ю. И присоединяем к мыску. По 2 дужки ввожу крючок, захватываю и присоединяю. Возвращаюсь обратно. Следующий ряд. Первая зеленая на спице, вторую провязываем зеленым, третья белым, четвертая, пятая, шестая, шестую провязываем, вводим, вот дырочки у нас такие есть, видите, под 2 дужками, в каждую вот дырочку ввожу, вытягиваю и присоединяем. И так будем обвязывать весь мысок. Так, следующее. 2 зеленым. Остальные все вяжем белым. 4 белым вяжем. 1, 2, 3. Последнюю провязываем. Вводим. Подтянули. Вернулись зеленым. Последние 2 зеленым цветом. 2 ряда провязали белым. Следующие 3 зеленые будем вязать. Так, через каждые 2 белых ряда буду вязать 3 зеленым. Так, следующие 2 зеленым. Остальные все белым. Протянули. Все, возвращаемся обратно. Следующий ряд. 2 зеленым. Остальные белым. Последнюю провязали. Вытащила петельку. Соединила. И возвращаюсь обратно. Все. Вот таким методом буду обвязывать весь мысок.
Сейчас еще не очень понятно, что здесь получается. Потом, когда я его закончу обвязывать, я пройду двойной ниточкой по всему мыску. Вернусь, потом к вам покажу. Вот, через каждые 2 белых ряда по 3 зеленым. Полностью вокруг обвяжем мысок и потом перейдем на подошву. Вот такой вот мысочек у нас получается. Вот где вам еще показать? Вот так вот он ложится. В каждую дырочку проходим, вяжем. Дойдем до конца, обвяжем его весь, я к вам вернусь. Закончили мы обвязку мыска. Вот такое дело у нас получилось. Значит, когда будем обвязывать, сразу наметим серединку, чтобы у нас с каждой стороны было одинаковое количество рядов. И слева, и справа. Потом, чтобы подошву, когда будем вязать, чтобы у нас все совпало, не перекосило. Последний ряд я закрыла. Я не закрывала, вот довязала до конца, оставила здесь ниточку. Значит, все ряды на обвязке мы обвязывали тунисским крючком, на обвязке и на мыске. Смотрите, все ряды у меня совпадают. Вот, ничего не вылазит. Теперь возьмем, я взяла 2 нитки, одну красную, одну зеленую. И пройду, вот такую полосу сделаю. Через каждые 3 ряда, немножечко наискосок получилось. Через 1 ряд буду делать 3 ряда перетянула, 3 ряда перетянула. Между ними 1 ряд белым оставляю. Так, вот я уже 1 стежок сделала. Так, 1 ряд оставим. Следующий ряд тут в дырочку выводим. Так, 1, 2, 3 отсчитали. Поравнялись, сильно не затягиваем. Опять на 1 ряд ниже опустились. Так, 1, 2, 3. Вот она. И так пройдем до конца. Закрепим, обрежем, закрепим эти все хвостики, попрячем их хорошо. Все, на этом мы мысок закончили. Следующее у нас будет подошва. Не знаю, даже 1 часть видео будет, 2. Если будет 2 части, я еще не смотрела по времени, сколько это получается. Тогда, значит, за первой частью будет следовать сразу 2 часть. Посмотрите, во 2 будем заканчивать тапочек. Все понятно, да? Вот, 1 пропустили, 1, 2, в 3 ввела. Вот так вот. Пройдем весь тапочек. Обвяжем. Все, заканчиваем наш мысок. Встретимся.